Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот чем отличается молоденькая девушка от взрослой женщины? Своим отношением к жизни. Молоденькая скажет: купите набор тканей для пэтчворка за большие деньги. А женщина произнесет: соберите отовсюду лоскуты плотной ткани, порежьте старые джинсы, найдите старые майки, коврик еще лет 15 прослужит. В качестве основы не обязательно брать большой кусок хорошей ткани. Можно его собрать из нескольких. У меня обычная бытовая швейная машинка. Для того, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной, воспользуемся самодельным приставным столиком. Его можно сделать из куска фанеры и деревянных брусочков. В центр основы помещаем самый красивый лоскутик и начинаем его обшивать со всех сторон кусочками ткани. Пришили, отогнули, отстрочили, закрепили дополнительной строчкой. Пришиваете следующий кусочек. У нас задача пристроить все ненужные тканюшки. Если у вас есть несколько мелких кусочков, то можно их сначала соединить вместе в длинную полоску, а уже потом пришивать. Когда вся основа заполнена, надо ее тщательно проутюжить, потом промерить заготовку и отрезать лишнюю ткань. Самые внимательные зрители помнят, что чуть раньше мы уже нашили несколько таких блоков. А вот теперь главный вопрос: что же с ними делать и как соединить? Я обленилась. Мне не хочется работать с большим полотном. Поэтому каждый блок готовим отдельно. Плотная ткань основы, затем кусок холстопрошивного полотна, а уже потом красивая лоскутная деталь. Такой маленький сэндвич.
Его скалываем английскими булавками для квилтинга. Обратите внимание, они изогнутой формы, и можно работать даже одной рукой. А уже затем приступаем к стежке. Работу начинаем с середины и потихоньку шьем по спирали. Строчку можно поставить какую-нибудь из декоративных, из тех, что есть на вашей швейной машинке. Согласитесь, что гораздо легче работать с заготовкой 40 на 40 сантиметров, чем крутить под иглой огромное тяжелое полотно. Подготовленную простеганную деталь тщательно проутюживаем, потом подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Все детали, хоть и сшиты из одинаковых тканей, получились разные. Конечно, эти блоки красиво смотрятся, когда куски ткани не очень большие. Но здесь уже надо думать над предназначением этих заготовок. Одно дело, если это косметичка, а совершенно другое, если это большое одеяло или коврик на лавку в баню. Соединять детали будем при помощи беек, простых прямых полосок ткани, выкроенных по прямой. Одна бейка шириной 5 см, другая 3 см. Широкую бейку сгибаем вдоль пополам и прикладываем ее к лицевой стороне нашей заготовки, а узкую полоску располагаем с обратной стороны. Дальше мы сразу одним швом пришиваем обе бейки к нашей толстенькой простеганной лоскутной детали. У меня получилось 4 заготовки. Сейчас мы их сразу же будем сшивать вместе. Прошили одну деталь, сразу же приставляем следующую. Смотрите, как выглядит это соединение, как крылья бабочки. А после этого можно приступать к дальнейшей работе. Узкую бейку отгибаем и приставляем к ней новый блок. Пришиваем его на швейной машинке. Оставляем припуск на швы 6-7 мм. Когда присоединили этот блок, вводим в работу последний, 4-й. А теперь мой самый любимый этап работы. Заготовки разворачиваем, расправляем двойную бейку и закрываем ею открытые срезы. Ширина нижней бейки 3 см. Примерно 1,5 см ушло на припуски. И обе толстенькие заготовки лежат рядом, никаких утолщений нет. И двойная бейка идеально все закрывает. С обратной стороны все очень красиво и аккуратно. А вот теперь смотрите. Наши 4 блока держатся вместе на этих бейках. Остается только сделать еще одно соединение. Тоже через 2 бейки. Действуем так же, как и в первый раз. Но когда мы будем пришивать детали к узкой бейке, возникает небольшая сложность. На перекрестке предыдущее соединение не дает нам развернуть деталь.
Поэтому мы просто дошиваем до этого места, а потом разрезаем его ножницами. При таком соединении уголки блоков уже на месте, и вы их не потеряете. Получился небольшой плотный коврик, размер 80 на 80 сантиметров. Пока оставим его в таком незаконченном виде. Дело в том, что у меня постоянно откуда-то отыскиваются кусочки плотной ткани и обрезки от джинсов. Можно по мере накопления материала нашивать такие блоки и постепенно увеличивать размер полотна. А что потом с этим делать, каждая хозяйка решит сама. Заготовки плотные и теплые. Можно и ребенку на пол постелить, чтоб играл, и в баню на лавку кинуть, и с собой на пикник взять, чтоб не на холодной земле сидеть, да мало ли куда. Все зависит от размера, который у вас получится. Я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Так что, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!